Я рад приветствовать в рамках нашего проекта «Устная история» господина Льва Лучко. Я хотел бы, чтобы потом вы сами представите свой нынешний профессиональный статус. Очень приятно. Да, очень приятно. Я хочу в преддверии нашей беседы сказать о том, что это именно беседа, а не интервью. Наш проект называется «Устная история», и мы собираем свидетельства. Свидетельства людей, интересных людей, людей, которые имеют какой-то бэкграунд, да, которые могут рассказать о нашем времени, что-то существенное, сквозь призму своей личной биографии. И самое главное, отношение свое вот к тому времени, в котором мы с вами существуем. И в будущем это станет очень важным историческим источником для реконструкции той эпохи, в которой мы с вами сегодня живем. А вначале, конечно, я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали о своем детстве, о своем происхождении, ваших интересах. Вы крупнейший специалист по немецкому языку и по немецкой филологии. И вот как именно немецкий язык стал вот вашим попричем профессиональным? Благодарю вас, очень приятно, что вы меня пригласили. Рад быть участником вашего проекта. И вообще фонд Конрада Аденауэра – это очень серьезный фонд, уважаемый в Германии, в России, в Узбекистане, во всем мире. Так что благодарю вас за приглашение. Для меня большая честь, действительно. Немецким языком я занимаюсь всю жизнь. Сначала я занимался неосознанно, потому что когда тебе 7 лет и тебе отдают в спецшколу по немецкому языку, ты не понимаешь вообще, где ты находишься. Московская школа, да? Да, да, московская школа 1284. Это одна из сильнейших школ у нас в Москве. Сначала меня вообще в английскую школу хотели отдать, но так вот получилось. Да, дали в немецкую спецшколу, очень сильную. И, собственно говоря, с 7 лет у меня каждый день было 2 часа немецкого языка. Первое время я вообще немецкий ненавидел, потому что да, я серьезно, я ненавидел. То, что я стану преподавателем немецкого языка, это для меня и для всей семьи была фантастика вообще. У нас даже был такой прикол, уж поделюсь. Там, допустим, 3, 4, 5 человек, мы просто сидели за дверью, потому что мы неправильно отвечали домашку. И так нас преподаватель вот наказывал. Но это дало свои плоды, и у меня такая была развилка, да, то есть стать или тренером по настольному теннису, или преподавателем немецкого. Интересная такая развилка. А потом, когда я уже стал учиться в университете, все-таки пошел по этому пути своему профессиональному, и когда у меня была ученица, ей было 46 лет, я пришел в библиотеку, просто хотел книжку почитать, и мне зав. Библиотека говорит: вот вы интересуетесь, да, почему интересуетесь немецкой книгой? Я говорю: ну, я преподаватель немецкого языка, обучаюсь. Она говорит: а вот у нас есть клиенты. И так вот началась моя карьера, по сути. Секундочку, то есть вы закончили школу и поступили в какой вуз? Да, конечно. Я поступил в вуз, Институт лингвистики и межкультурной коммуникации. Находится на метро Бауманской. Престижный вуз, очень хороший. Это еще с советских времен, да, вуз? Да, это вообще МГУ имени Крупской, по сути. Вот. Да. А это вот его такой оттуда произошел, ну, такой формат. Да, Институт лингвистики и межкультурных коммуникаций. У меня 2 образования. То есть, получается, я, 2 диплома. Да. 2 образования, 2 диплома. То есть, я преподаватель немецкого и английского языков и дипломат. Специалист по межкультурной коммуникации. Да. Поэтому я как раз и заинтересовался очень приглашением на интервью, потому что это мне очень интересно и актуально. Очень важно, что вы указали об этом вашей такой замечательной профессиональной подготовке. А английский язык вы уже изучали потом параллельно в вузе, да? Да, это был второй язык. В свое время я знал в совершенстве. Потом недавно вот у меня был опыт работы в FIFA. Я там работал руководителем отдела продаж немецкой линии по России. FIFA? Да. Это вот здесь. Да? В Москве была очень сложная работа, потому что это билеты, это крупные компании. И это была практика и немецкого, и английского языков. Ну, вот такой был рефреш спустя много лет, очень активный. Но я фанат немецкого языка и всего немецкого, сразу говорю. Да. Закончили и сразу куда пошли работать вот после окончания? А вы знаете, я с первого курса уже работал. То есть я как пришел, я говорю, да, я уже на первом курсе. Я поступил в вуз, когда мне было 16 лет, потому что я перепрыгнул в 4 класс. Да, в 5. 10, 11 я закончил за 1 класс экстерном. То есть, 16 лет я уже начал работать. Это разрешалось, да, вот такая процедура экстерном сдать?
Я не знаю, вот с каких годов началась такая практика в России. Ну, да, мне разрешалось, да. Это был коммерческий, естественно, проект, то есть это вот за оплату был. Но это очень хорошо, то есть я за год все сделал. Конечно, было тяжело, потому что мне нужно было 10-11 класс, например, химию учить. Да? Там кто-то любит химию, я, конечно, извиняюсь, но это тяжело. Или физика, да, кто-то гуманитарий, кто-то технического склада ума, я гуманитарий. Но я немножко что-то подчеркну. Как ни странно, хотя это не особо любил технические предметы, но серебряную медаль я свою получил. Хотя было тяжело. И была такая немножко битва, да, то есть я с 5 лет играю в футбол каждый день, я это очень люблю. Я про это еще скажу. Ну, в общем, да, я здесь, не поверите, хотя я здесь только 10 месяцев живу, но я уже капитан футбольной команды здесь. Такого частного клуба. Ну да, расскажу, да, безусловно. И вот параллельно с учебой вы уже работали? Да, параллельно с учебой работал. У меня были частные ученики, я работал в библиотеке, у меня были и курсы, и группы. Потом я с 18 лет начал работать в МФЮА, Московская финансово-юридическая академия. Да, с заочниками. Да, я с заочниками преподавал. У меня видео есть в интернете, как я там мелом еще скрипел вот это все. Там все там писали. И вам допустили, разрешили без диплома о высшем образовании в таком солидном вузе преподавать? Да, это да, такой серьезный прецедент. Повезло просто. То есть меня рекомендовали, пришла женщина, говорит, вот нам нужно, кто будет преподавать, ну вот так вот. И меня рекомендовал преподаватель. Да. Ну это не повезло, это уже была констатация ваших профессиональных качеств. Повезло. Ну да, спасибо, благодарю. Ну, естественно. Так, и вот вы заканчиваете вуз. И сразу же не в какую-то частную фирму идете или что-то организуете? Я расскажу, да. То есть первая у меня работа была, она длилась 3 месяца. Меня знакомые пригласили менеджерами в языковую школу. Я там проработал 3 месяца. Потом просто вместо меня взяли знакомую. Ну, мы так и договаривались, да, сказали, Лев, мы тебя возьмем, да, там, ну, потом как Бог даст. Ну, там такая работа, там, звонить, продавать, там, тоже, да, там, не знаю, бумажки носить, кофе наливать, да, то есть, ну, конечно, не совсем то, чего я хотел, тем более, ну, в рамках моей семьи, да, то есть, все-таки секретарская работа, она, ну, не для меня. Вот, и... Как, соответственно, было дальше? После этого у меня началась частная практика. Да, сначала по каким-то вот частным клиентам ездил. А потом все, у меня началась работа. Мурексин, австрийская компания, преподавал генеральному директору. Потом у меня начались РЖД, Крайзель, Бош, там, Baumit. Вы преподавали немецкий, да? Да, я преподавал немецкий, в основном представителям немецких компаний, ну, директорам по России. То есть, вот, ну, есть компания, допустим, Bosch, да, есть ее там, ну, там, HR, директорат, служба безопасности. Им это было нужно зачем? Не для того, чтобы говорить даже на немецком, но чтобы понимать. Сидя на переговорах, даже имея переводчика, чтобы они имели возможность понимать, да, какие-то вещи. Ну и документация, наверное, что даже просто между собой немцы говорят. Где-то документация. В РЖД, например, это было реально нужно, потому что, ну, все-таки я склонен к тому, что людям это нужно было просто для того, чтобы понимать, что там шушукаются между собой, переговариваются немцы. Вот у меня такое мнение. Вот. Но сертификаты они у меня получили. То есть, вот и РЖДшники, и Роснефть, и Baumit, то есть... От свадьбы Айнса. Да, у вас очень большой такой диапазон самых различных учреждений и компаний. Это вы все параллельно, да, вот в одной... То есть у меня была и частная практика, и преподавание в компаниях. Это не была работа в компаниях, это было только преподавание. То есть я работал сам на себя. Потом, вы знаете, я какое-то количество времени поработал в таком формате, и я открыл фото-видеостудию. Как вы к этому пришли? Знаете, это очень интересная история. У меня была рок-группа. И мы исполняли мою авторскую музыку на русском, немецком и английском. Да. А на чем вы играли? Ну, на гитаре, ну, можно так сказать, я нормально играю аккорды. Я играл на электрогитаре, сочинял музыку, песни. Ну, любительских у меня 17 альбомов, профессиональных 3. Да вы что, да. Это целая дискография. Но я выступал в 2011 году в Гёте-институте на Зоммерфесте хедлайнером час. То есть со своим немецким вот, роком, да, у меня даже радиоинтервью брали. То есть, вот. У вас есть какие-то свои предпочтения в музыке? В рок-музыке, да. Ну, я тут не буду оригинален, мне действительно нравится Рамштайн искренне. Но только вот
такие альбомы, допустим, как «Мута», да, в таком плане. Нравятся разные, там, допустим, «Zwei Raumen Wohnung». Если мы говорим там о рэпе немецком, там это Торч. Есть вот, например, новые веяния, там группа Анайо, там Зильбермунд. Ну, много. Нравится, прям слушаю иногда. Музыка, да, вам да, нравится? потому что говорят, знаете, что типа преподаватели немецкого реально там ничего не слушают, то есть работают. Нет, мне очень нравится. И там и немецкий футбол, и музыка, я это очень люблю. Немецкий футбол я вас очень Там, поддерживаю. машины немецкие, извините, когда спрашивают, там, какие вы любите машины? Немецкие, я машины люблю. Понятно. Немецкий футбол тоже. Но последние годы вот немножко подкачивает, но немцы свой возьмут. Просто Надеюсь. Будем надеяться, да. Да, я болельщик большой немецкого Какую футбола. команду любите? Я тоже здесь очень традиционно Любите очень, Баварию. да? Баварию. Я тоже люблю Баварию, Баварию. Мюнхен. И даже вот дома сегодня ходил в футболке Бавария Мюнхен. Честно вам говорю. За это очень... Люблю очень. Немцы сами критикуют, говорят, это богатый клуб, это там что-то такое. Ну, тоже бывает, понимаете, вот бывает человек вот что-то делает, раз он в штангу попал. Вот, ну что делать? Ну, он же старался там. Я вижу, что вас вообще интересует немецкая культура, да, немецкая история. Очень. И немецкий язык – это просто способ ее познания. Да, и в отличие от того, ретрансляции. как было в школе, да, сейчас очень интересует. И вот фотостудия, вы Да. вот к ней перешли. Как вы пришли к этой мысли? Да, ну вот и когда мне записывали рок-альбом, мне кто записывал, звукорежиссер, он говорит, слушай, говорит, а давай с тобой откроем фото-видеостудию. Я говорю, ну давайте откроем. Но это был мужчина, его зовут Роман Шох, очень хороший мужчина. Но у нас с ним 15 лет была фото-видеостудия, очень такая успешная, то есть приходили и рэперы, и танцоры, и из разных вузов люди. Ну, то есть, и кто-то связан с музыкой, как мне это интересно. То есть, приходили люди, интересные мне, по сути. Сначала мы это делали на бесплатной основе, потом на платной, а потом я думаю, ну, раз у меня уж есть 70 квадратных метров, думаю, ну, надо школу открывать. Все, поставили парты, стулья, и это была то фото-видеостудия с циклорамой, да, то это было пространство для школы, то какие-то мероприятия. Вот так вот. То есть школу вы обучали фото и видеоделу, да, людей? Фото-видеоделу не обучали, это мы просто брали интервью у людей. Ага. Да, на потоке брали интервью, где-то сценарий помогали писать, где-то фотографировали. Но в основном это был вот формат такой. У нас была передача у Викторовича на белом диване. Человек садился на белый диван, чай, кофе, такой столик, журнальчик. И у него брали интервью. Ну, я интервьюировал, составлял вопросы. Мне это очень нравилось. Да, а потом эти интервью куда? Они есть в их соцсетях. где-то потом размещали? Или... Да, они есть в соцсетях, да. То есть, Да. Ну, я вам честно скажу, как я сейчас понимаю, потому что у меня супруга, она журналист, продюсер очень серьезный и в России, и в Узбекистане, Насиба очень известная. То есть, конечно, качество, скажем, картинки, какого-то подхода, плюс. Одно дело там все там, не знаю, поправить, оправить, другое дело, как задать вопрос. Там, не знаю, даже где-то как посмотреть. Ну какие-то моменты даже там по свету даже, может быть, да, то есть были какие-то. Ну, я тогда вот, в принципе, все это понимал, ну, сейчас тоже, но я имею в виду, то есть я там мог софтбоксы выстроить, но тут ничего сложного. Это я был, по сути, я продавал это, да, то есть, почему? Да, коммутировал, продавал, бизнес. брал интервью, да, мне это нравилось. И параллельно с этим была языковая школа, моя собственная, личная, потому что у меня всегда был такой принцип работать на самого себя. То есть, чтобы у меня не было такого. Вот ты преподаешь по этому учебнику. И вот это утверждение, оно неправильное. И когда, вот, например, языковые школы, неважно там, сколько они платят, вот у них принцип. Вы берете наш учебник, вы берете так. Ну, давайте еще вот там, я не знаю, идите там с правой ноги, ешьте левой рукой, да. То есть, у каждого преподавателя опытного, у него свой инструментарий, он сам все знает. И ему надо довериться. Вот, поэтому... Я так вот и сделал. Да, собственно. В этой связи я хотел бы и показать, это же видно, да, на нашей камере, немножко прокомментируйте. Это ваш авторский Да, это мой авторский учебник. курс, да, немецкого языка. Это, смотрите, это издательство МГУ «Макс Пресс». Да, и это вот мой фундаментальный труд. Это, по сути, предыстория к моей кандидатской, докторской. Я 4 года это писал сам. Очень, очень было сложно начать. Потому что вот сидишь, думаешь, с чего начать.
Ну, естественно, я просто посмотрел разные учебники, и я понял, что... Вас не удовлетворили, да? Знаете, смотрите, в учебниках удовлетворили, я даже могу сказать, вот, например, есть замечательный учебник, вот я скажу, допустим, Паремская есть, да, ну шикарный просто учебник немецкого языка, очень многие знают. Есть там, например, там топики Ярцева, Морохова, есть, уже забыл, «Зеленая книга» Завьялова, все точно знают, вот германисты, кто занимается. Есть там «Черная книга» с буквой «Д», честно, забыл автора, есть там немецких авторов. Но у них есть недостаток. Или это классные картинки для темы дискуссий, или это какие-то топики. Я придумал так, я сделаю фундаментальную грамматику, ну, достаточно фундаментальную, есть еще более глубже учебники, ну, так вот, чтобы человек, которому нужно закрыть Science, по-хорошему сдать Science, вот Science, TestDAF, ну, такие высокие уровни, чтобы ему это было оптимально достаточно, вот в таком плане, да, то есть, ну, это не подходит, конечно, для исследователей, ученых, да, то есть, это понятно, это не Дуда на 12 томов. И я сделал человеческие ключи. Вот, допустим, вот как есть вот в Голицынском, то есть здесь вот если вы конец откроете, то здесь в человеческом виде ключи. Ну, ключи ключами, тут самая главная таблица. Я вам честно скажу, уникальность этого учебника, что все описано в таблицах. Но, вы знаете, я немножко уже добавлю, у меня 4 учебника. Это ваше ноу-хау получается, да? Методическое. Моя супруга Насиба, она меня вдохновила, и когда мы переехали жить в Узбекистан, я себя здесь очень хорошо чувствую, я здесь открыл филиал школы, немецкий клуб, все шикарно. Да, обязательно. Я просто хотел сказать, что самый мой труд, это вот не это, хотя здесь 257 страниц, можно сказать, все, я молодец, там, я не знаю, остановиться. Но именно вот в Узбекистане, в Ташкенте, на вашей благодатной земле, я написал учебник, в котором всего 80 страниц. В таблицах я описал все, что здесь, сделал выжимку. И вы знаете, вот люди, которые изучают язык, они говорят: класс. То есть, в том плане я еще там где-то скомпилировал, где-то что-то добавил, свизуализировал, потому что современный человек, у него очень мало времени. Да. И как бы кто его не мотивировал, я вам честно скажу, ну, вы сами понимаете, постоянный перегруз информации. Мы даже, извините, когда нас жены там зовут покушать, мы можем, ну, на это не обращать внимания, просто не услышать там: иди кушать. Ой-ой-ой, что. Какой там учебник там читать, что-то. Нету времени. Да. Поэтому вообще я считаю, что любая наука — это математика. Сколько тебе часов нужно? Это определенные метрики. Ну, согласитесь, да? То есть сколько-то времени. Согласен. Вот. И если вы знаете, вот вы зададите прямой вопрос: сколько на какой уровень? Вы знаете, это зависит от репетитора. То есть можно, например, как вот по стандарту по полгода на уровень, ну, плюс-минус, там 4 месяца. На самом деле, можно, я вам такой секрет открою. Меня сейчас проклянут языковые школы. Можно, на самом деле, с хорошим репетитором 2 уровня за 3 месяца пройти. Я серьезно говорю. Серьезно? Да, просто если человека вести, не только, знаете, вот с ним созваниваться и заниматься, или встречаться и заниматься лично, а еще немножечко участвовать в жизни его семьи. То есть, вот бывают бизнесмены, например, должна быть общая группа в мессенджере с его супругой, которая должна ему, например, карточки вырезать, или дочка его. То есть, такие фишки. Потом не только, вы знаете, там занимаешься, а иногда такую вот ладошку прислать, что типа: как дела? И у меня студент сразу: сейчас я вам пришлю домашку. Да? То есть, преподаватель, ну, я так скажу, грубо немножко, это не баблорез. Настоящий преподаватель, он должен сформировать доверие, раз, интерес к предмету, экспертность, ну, то есть тут много всего. И он должен помогать, потому что, ну, когда ты человеку поможешь, есть модель, к сожалению, вот, которая меня очень угнетает, это когда люди, знаете, как берут просто заказ, говорят: я готовлю, человеку платят, ему ничего за это не будет, они говорят: ну, вы же не готовите, у вас же не получается. Но деньги человек получил, и так, к сожалению, очень много работает. Вот, поэтому у меня подход, да, такой, чтобы все было быстро, четко, и чтобы человек как можно быстрее отзанимался и там... Ну, фантастика, 3 месяца такой сложный язык, 3 месяца как можно немецкий. от закрыть. 2 уровня. То есть, чтобы 2 уровня? Да.
И, в принципе, за 3 месяца реально человек может... Вы не даете, только- да, это серьезно, это очень серьезно. Благодарю вас. Ну, вы знаете, просто это из школы. Даже это не из вуза. У нас такой был преподаватель. То есть, у нас получить 4, это было очень тяжело. И, ну, то есть, надо было пересказывать, вот прям, она говорила, там, артикли, склонения, падежи, говорит, произношение. Там, сиди ровно, там, Да, ну, в общем, да. весело было. Я просто представляю, я знаю, что такое написать учебник. Это Ну, я говорю, 4 тяжелейшее. года по 3-4 часа в день. Тем более, сейчас вы правы, люди к учебникам относятся, они же хотят, чтобы их вот быстро всему, на них наводят Да. тоску, вот этот сам объем, да, вот этого Поэтому всего. я подумал, сделаю я просто учебник в Написано виде с удовольствием. С удовольствием. С удовольствием, Потому да. что, понимаете, тут любая наука, что немецкий, что еще, вот, ну, учиться тяжело. И учиться в основном без удовольствия. Да? Вот, я поэтому так и сделал, чтобы, ну, у человека немножко какой-то настрой был. Я восхищен вот тем, как вы все это рассказываете. Это просто поразительно. Вы энтузиаст, конечно, своего Ну, дела. я вам честно скажу, это же от семьи тоже. То есть, потому что у меня все в семье писали учебники. Можно вот очень об этом большое количество. подробней? Я знаю, что вы внук очень большого руководителя, советского руководителя, да? Да, да. Мой дедушка Бабашкин Лев Ефимович, то есть он был замминистра финансов СССР. Это по маме, по папе? Это по маме. Ага. Вот. Он москвич в 7-м поколении, ну, я, получается, в 5-м. В смысле, он в 5-м, я в 7-м, я извиняюсь. Ага. Вот. Был большим крупным человеком, ну, соответственно, и вообще семья хотела, чтобы я был на его месте. Я уже с 7 лет пересказывал программу «Время» бабушке, да, то есть у меня такая была история. И я, ну, конечно, говорю, что я про политику не люблю говорить, но какое-то мнение, конечно, есть. Могу проанализировать какие-то вещи, скажем так. Вот, дедушка написал много трудов, он был кандидатом экономических наук, закончил он сначала институт Плеханова, потом аспирантуру МГУ. Там он с бабушкой познакомился, да, он был директором научно-исследовательского финансового института, и потом, соответственно, его взяли. Он не хотел туда идти, он не был карьеристом в том плане, ну, что вот он занимался. Да, ну ему сказали, надо, как тогда, да, это сейчас вот, да, вот, бабушка, она заслуженный преподаватель России, МГУ, она была кандидатом экономических наук, тоже профессором, доцентом, да, в МГУ, тоже, ну, Плеханова закончила в МГУ аспирантуру, мама не заслуженный преподаватель России, но я надеюсь, она скоро станет. Она заслуженный преподаватель МГУ, тоже, ну, как дедушка, как бабушка. Это тоже дорого. Ветеран труда, да. Тоже у нее очень много книг. По какой специальности у мамы? Она доктор-профессор экономических наук, скандинавист. То есть у нее ее страна это Финляндия, и она в свое время, ну, достаточно хорошо говорила по-фински. Сейчас она все забыла, у нее были статьи, она там выступала. Ну, в принципе, могу так сказать, у меня вот что мама, что бабушка, что дедушка, они объездили весь мир и выступали, ну, на английском, на русском, то есть вот так. И еще были люди, которые писали. Да, сами работали, да. творческой работой. Одну мамину книгу я могу сказать, что выпускали многими тиражами. Вот у нее там есть книга «Этика бизнеса. Фактор успеха». Бабушка написала фундаментальный труд по госрегулированию. Там было у нее 4 тиража. Это очень здорово. То есть само издательство продлевало. То есть я рос в такой среде. Ну, я так скажу, потому что Россия – это важно. Я родился в Москве, но очень важно упомянуть о другой части моей семьи. Это мой дедушка Лучков Владимир Аксентьевич из Украины. Он тоже экономист. Да, Лучков Галина Григорьевна, бабушка, тоже экономист. Дедушка был помощником мэра города Смела на Украине, то есть тоже большим человеком. И дедушки были связаны еще до женитьбы родителей, потому что мой дедушка профинансировал постройку там, мостов, больниц в том городе. И, ну, в общем, интересное было взаимодействие. А ваш отец? Мой отец был физиком-ядерщиком. Вот. Он занимался тем, чтобы
дать отпор, так сказать. Ну, Да, тоже он прям ученый. реально занимался, да, ядерными исследованиями. Он работал в институте кристаллографии много лет. Ну, потом он уже в программирование ушел. Но так он занимался разработкой ядерного оружия. У вас Непосредственно. очень интересная, конечно, семья. Как да. этот, как Оппенгеймер, там вот это, сейчас вот очень популярный фильм сейчас появился. И как же так получилось, что вы вот при такой атмосфере экономика, физика, и в такой сугубо гуманитарную для себя выбрали стезю, лингвистику? Вас Да. вот отправили в эту немецкую школу. Это чья была инициатива? Это была инициатива бабушки. Бабушки, да? Да, что давайте вот будет что-то интересное. Слепим что-то интересное из нашего внука, да. Отдали в спецшколу. И, ну, я говорю, 7 лет тебя не спрашивают. И немножко такая вот у меня атмосфера. Я иногда реально сходил с ума. Я думал, что такое? Там, ну, на даче я летом, мне надо тоже на немецком книги читать. Я помню, там мне дарили жвачки турбо. И говорили, вот, давайте, 2 жвачки, час читаешь. Ну, в общем, такая у меня была мотивация. Но с детьми также, вы знаете, я не понимаю тех родителей, которые просто дарят подарок. Ну, ладно, хорошо, тебе там ребенок сказал, купи солдатик, можешь купить. Но меня поощряли, мне дарили подарки строго так. Вот, ну да, была зарплата, мне могли подарить киндер. Но у меня были подарки строго так. Вот конец четверти, смотрим оценки, смотрим планку, вот телега. Или смотрим оценки, смотрим планку, вот телега, но не такой, какой ты хотел. Ну, в том плане, что... Вот так. Вы никогда не Да. жалели, что не выбрали стезю вот ваших родителей, деда, например, там экономика? Вы знаете, я много думал об этом, потому что... Но все-таки, кто работает на государство, это человек не свободный. Даже если он, скажем, на какой-то вот очень такой волне, если у него, ну, да, хорошие отношения с коллективом, все равно, ну, допустим, вот у меня мой близкий друг, он работает на госструктуры, скажем, да, и, ну, просто ему могут ночью позвонить, ему нельзя выключать телефон, то есть ему могут в 2-3 ночи позвонить. Это огромная ответственность, то есть вот любая ошибка карается. В бизнесе ты, ну, у меня было 2 бизнеса, да, я не хотел быть бизнесменом, да, но... В общем-то, так вышло, да, я преподавал, это просто переросло как-то вот у меня, да, и как-то замотивировалось. В министерстве, ну, в общем, я не выбрал этот путь. Да. Я на это Но обратил вся внимание. семья меня на это качала, вся семья. Вот. Да. Я на это обратил внимание. Я понял, что это ваш сознательный выбор как раз на примере родителей, которые были плотно включены вот то, что называется государство. Очень плотно. У них были политические мнения, они все это обсуждали. Но у нас в семье очень интересно, как Германия, что у каждого было какое-то видение, какие-то свои там фавориты депутата, что-то еще. Ну, то есть понимание было, ну, настолько глубокое. То есть там все газеты читались, какие-то статьи. Ну, в общем, ну, сами понимаете, профессиональный да, руководитель с таким ваш. дедом, Да, в общем, да. Это же, по-другому слушайте, никак. замминистр финансов СССР, это же фигура глобального масштаба. Так у нас в квартире до него жил министр финансов СССР. Да, то есть он год прожил, потом ему дали ту квартиру, мы туда заехали. То есть, ну и, соответственно, дисциплина, понимаете. Был бы я в другой семье, такого бы, конечно, не было. То есть, меня постоянно заставляли, ну как заставляли, потом ты уже как бы более осознанный, ну я имею в виду там подросток, ты в университете, где-то поддерживали, да. Потому что, честно, я свое предназначение понял только на 3-м курсе. Ну, вообще, кто я по жизни, что у меня получается. Замечательно, если вы так рано поняли. Это вполне замечательно на 3-м курсе. Но для меня это поздно. Мне теперь более понятна ваша мотивация. Я теперь вот понял. Это был осознанный выбор, да, вот человека свободного, который вот занимается тем, что ему да, интересно. свободного человека, который, потому что, понимаете, я же тоже видел, вот, например, бабушка, мама, как они расстраивались после заседаний кафедры, если кто-то сказал какое-то не то слово, или все равно там были вот междуусобные войны, какие-то там, я не знаю, студенты, там какие-то вещи. У меня тоже это было. У меня, знаете, было так, что, например, человек пришел, администратор ему говорит, надо заплатить, он говорит, там, я потом,
ну, были там, ну, не разборки, но на повышенных тонах все равно какие-то были разговоры. Разное было, и банкротился тоже, и потом вставал на ноги. Но я могу так сказать, что в России у меня был и есть самый крутой клуб немецкого языка. То есть... На третьем курсе, вот Да. скажите, а что вы вдруг осознали на третьем курсе? Вот вы нашли, говорите, Я свое осознал, предназначение. зачем я прихожу. Ага. То есть, знаете, я ходил, чтобы, ну, честно скажу, оценки получать. Чтобы получать оценки, я работал, я думаю, ну я работаю, все, я уже получаю деньги, я могу там и девушке цветы купить, я могу себе мороженое купить, могу себе купить одежду. Ну, понятно, меня родители содержали, но были не то, свои что деньги это понятно. уже. Но я скажу так, у меня были свои деньги на мои, ну, такие вот расходы. Я считаю, конечно, мое искреннее мнение, что... Вы знаете, так вот, когда говорят, вот 18 лет, нужно сына из дома выпроваживать, да, или там дочку, ну, условно говорю, да, такая какая-то американская модель, сам должен зарабатывать. Но дело в том, что, например, вот если это врач, к примеру, да, ну, возьмем так, и вот он и учится, и кого-то там, не знаю, оперирует, да, все-таки... У меня было так, что я и учился, и работал. То есть вот тут, мне кажется, осознанности быть не может. Это должна вот как-то, я не знаю, семья помогать, государство. Ну, я не знаю, вот должна быть помощь, чтобы не было сдвига по учебе, потому что человек тогда будет непрофессионалом. То есть это очень важно вот для особенно таких критических профессий, да и для учителей тоже, понимаете, потому что... Про учителей это отдельная тема, очень глубокая. Очень важно быть профессионалом, конечно, своего дела. Да, и вы с третьего курса уже фактически сами формируете свой рабочий день, сами формируете вот, график своей работы, правильно? Да. Было все очень гармонично. Если честно, была такая насыщенная жизнь, и рок-группа, и футбол, и работа в разных школах, в разных компаниях. Да, я тогда, конечно, вот не думал, что у меня будет там своя школа, тогда мне это нравится. Но я понял, что мне нравится учиться, что мне нравится вуз. И, ну, знаете, привычка, говорят, месяц формируется. Но вот у меня на 2 года формировалась. Потому что ты отрицаешь. Ну, извините, мне 16 лет, ну, я на первом курсе. У меня 1000 девчонок и еще 8 парней. И у меня бывало, вот, например, какие-то, ну, я как бы, да, ну, был, естественно, интерес. Какие-то там, я не знаю, мне записочки приходят, да, там, что-то, какие-то вещи. Ну, в общем, об учебе было тяжело думать. Я хорошо учился, но я имею в виду, что вот это мое, это мой путь, это было все в процессе, в таком смысле. Да. У меня тем более иногда вот были откаты, я думаю, господи, ну я же все-таки хотел быть тренером по настольному теннису. Я был тренером по настольному теннису сборной университета своего. Да вы что? Да. Я тренировал 2 года, первые 2 курса. Они говорят, ты не кандидат в мастера спорта, у тебя первый взрослый, так нельзя. Я говорю, давайте... Первый взрослый у вас был, значит, вы в соревнованиях участвовали? Первый взрослый, да, я участвовал, у меня первый взрослый разряд. А физрук говорит, ну ладно, давай попробуем. Первый блин комом, все пришли без сменки, он говорит, еще 2-ю тренировку даю, говорит, буду смотреть из окна, говорит, как она проходит. Я говорю, ребята, надо прийти в сменке. Все пришли, слава богу, в сменке, все прошло хорошо, но вот 2 года секция просуществовала, мы по Московской области 3-е место взяли. Замечательно. То есть для меня это, конечно, победа большая, что я людей научил просто с нуля, ну, в основном. Могу представить, да. Но это были тоже, это играли, ну как, в основном любители, потому что если человек профессионал, его не допускают, то есть такие были достаточно дружеские соревнования. Вот. Да. А футбол? Это вы просто хобби было у вас? Вы играли с кем? Футбол, как говорят, ты там кем хочешь стать. Я хотел стать футболистом всю вообще жизнь. Я серьезно. Это была моя мечта. С 5 лет я играю в футбол. Я еще когда вот был таким маленьким шпынделем, в квартире бабушки там в ворота бил, она мне потом в саду Баумана рядом с домом играл. Футбол мы очень, кстати, с супругой любим этот парк, очень любим там гулять. В общем, играл, например, там я с 2 какими-то малышами там против 7. Ну, вот так вот развивался.
Потом я почти стал тренироваться за «Спартак» в детстве. Ну, что-то вот не сложилось, там я то ли болел, то ли что. Вот. Ну, к чему я вот сейчас пришел, да? То есть по любительскому футболу у меня 4 медали за последние несколько лет. Тоже соревнования. Соревнования, ну такие любительские, Ну, понятно, понятно. в Москве. Но все равно соревнования. А здесь я играю в 2 командах. Одна команда В Ташкенте, называется... да? Да, в Ташкенте, Так. здесь в Узбекистане. Я очень хорошо здесь адаптировался максимально. Ну и благодаря супруге, и благодаря своей коммуникабельности, и лидерским качествам. То есть у меня одна команда — это ФК «Респект». Я в мини-футбол играю. А есть еще ФК «Спарта», я там капитан команды. Мы играем там. Ну, на поле. С нами играют, я просто объясню. Рядом с нами играют Билайн, Эрмак, вот ваши компании серьезные, там Медгородок, там Стройбетон, ваши компании. Но они Лига А, мы Лига Б. У нас есть тренер Фархот Акя замечательный, у нас тренирует. Вторник, четверг у нас тренировки, фишки, удары. Все. То есть это полноценная команда? У нас полноценная, да, 11 коммерческая игроков? команда. Нет, вы знаете, мы играем 6 на 6. То есть 5 поля, 1 на воротах. Все это снимается. Комментатор комментирует матчи. Судейская бригада, врачебная бригада. Серьезно. То есть реально... То есть, например, вот, ну, недавно из другой команды ногу сломали, все, там ему сразу врачи подбежали, все там опрыскали, комментатор все комментирует, можно по прямой ссылке, ну, смотреть прямую трансляцию. Вы знаете, я честно скажу, но в плане спорта все-таки Узбекистан очень большие молодцы, потому что в Москве, в каких бы я ни участвовал коммерческих турнирах, уровень у вас, вот как это в фильме... Джек Ричард, что ли, со мной без тебя. То есть уровень совершенно другой. Вот реально, да. Подхода какого-то, зрелищности. Вот у вас зрители приходят. Ну и вообще вот у вас, извините, в каждом парке вот у вас турники, в каждом дворе. Ну, витамин В у вас, солнце ташкентское такое. Скажите, значит, вам было очень интересно в FIFA работать? Очень интересно. Да, вы во многом пошли туда, потому что у вас интерес к футболу. Ну да, меня как внештатного консультанта взяли, а потом поставили руководителем отдела продаж. Да. Ну, это потому что, серьезно. ну, немецкой линии, немецкой, я подчеркну. Работы было, я даже так скажу, не очень много, потому что это немцы. Они все понимают, но были очень интересные звонки, конечно. То есть, когда ты работаешь топ-менеджментом, были интересные случаи, конечно. Ну да, FIFA это колоссальная организация, конечно. Да, но это было для опыта, потому что я подумал, что чемпионат мира в Катаре. Да, но я так скажу. Катаре? Да, в Катаре, да. Я в московском работал представительстве FIFA. Но я так скажу, это не была полноценная такая работа, да, то есть я приходил на несколько часов, ну, это проектная была работа. Такая, Понятно, да. понятно. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, вы уже в Москве создали клуб, да? В чем его концепция вот этого клуба? Вообще, смотрите, я скажу да? так, то есть концепция клуба Deutsch mit Spaß, да, то есть это немецкий с удовольствием. Здесь в Ташкенте называется Элель Клабс, то есть Лев Лучко Клабс. И в Москве у меня была сеть из клубов немецких, английских, французских, испанских, итальянских. В каждом была специфика. Итальянский клуб — это был про театр. То есть все приходили в каких-то костюмах, у них были театральные постановки, средневековые какие-то там. На итальянском. На итальянском, да. Было 17 человек, 17, 20, там, 25, они собирались. Было 4 итальянца стабильно, то есть это была... Очень такая интересная история. Что с французским, были дегустации французских вин. Просто, да, то есть они там дегустировали, общались, играли в какие-то настольные игры. Вот. Французы тоже приходили. Да, хочу сказать, что у меня жена очень интересуется итальянской культурой, любит очень Италию. Занимается сейчас итальянским, да. Ну, испанский клуб у меня не пошел. Ну, не пошел. Английских клуба 2. Был один бизнес-клуб, один просто дискуссионный. Но моя гордость — это немецкий клуб. То есть немецкого клуба я провел 380 мероприятий. Сами вы там, да? Там да, я сам провел. То есть это мероприятия разного ранга. 380.
Вот здесь вот в Ташкенте у меня 380-е мероприятие было на днях. Ага. Я открыл бесплатный социальный клуб у вас в Ташкенте, немецкий. Когда это вы сделали? Прошлое воскресенье буквально. Да? Да, было официальное открытие. Официально зарегистрированный Да, клуб? Не зарегистрированный пока, я буду регистрировать, но он бесплатный. То есть, Не коммерческий, да? Не коммерческий, да. Я его зарегистрирую, безусловно, да. И чем там будут заниматься? Это очень интересно. Бесплатное общение на немецком. Просто люди приходят, мы будем настольные игры играть, будем общаться, дискутировать, будем какие-то делать газеты, будем смотреть фильмы. То есть это будет многосторонняя двухчасовая работа. Более того, каждую неделю по воскресеньям я буду просто бесплатный клуб проводить, а раз в 2 недели я хочу для больных деток проводить. То есть просто бесплатно, чтобы это было, потому что кто-то должен этим заниматься. Потому что я считаю, когда у человека есть знания, он должен ими делиться, понимаете? Но мой дедушка, да, понятно, что он зарабатывал там, Да, кратно, да, я даже не могу, да, сказать там какие цифры. Я тоже, я тоже хорошо зарабатываю, да, но в том числе во мне есть социальное. Я понимаю, что надо делиться. Кто-то должен этим заниматься. В Москве у меня тоже был социальный проект. Есть парк Горького. Я выиграл грант и обучал людей бесплатно. Замечательно. Это должны быть люди с каким-то минимальным немецким, да, кто приходит в ваш Это клуб? люди могут даже быть с нулем. С нулем? Они могут просто приходить и говорить на английском. Ага. Просто я тогда с ними на английском разговариваю. Просто без русского, без узбекского. Понятно, да. Понятно. И пришли, вы знаете, и узбеки, и русские, и вот на следующей встрече немцы будут приходить. В принципе, будет с сентября, вот я уже договорился, 2 немца будут. Очень интересный проект. Да. Очень интересный. Благодарю вас. А где, в каком? Комьюнити кофе-бар, это Тарас Шевченко, 34. Ага. Вот каждое воскресенье с 12 до 13:30 можно прийти бесплатно поучаствовать. Понятно. Это ваш социальный, да? Это социальный проект, да. А сейчас у вас есть какой-то бизнес-проект? Смотрите, я скажу, да. То есть это социальный проект, и в рамках клуба LL Clubs у меня также будут коммерческие встречи. Караоке на немецком, там, мафия на немецком, будут языковые уикенды, будут дегустации немецких вин, много разных вещей. Там подготовка к немецким собеседованиям. Это будут и курсы, и мероприятия клуба. Понятно. Да, но конкретно по воскресеньям это будет бесплатный проект. Да. И как вам немецкий в Узбекистане вообще уровень? Я вам так скажу, в Узбекистане немецкий это язык номер 2. У вас очень много сейчас вообще контактов с немецкими предприятиями, это очень здорово, потому что и много сейчас... я знаю, инвестиций в экономику Узбекистана со стороны Германии. Очень много вот обменов вот у вас есть. Гёте-институт у вас очень активно работает. Да. У вас, немецкий у вас язык номер 2. Я считаю, что он очень развивается, его надо популяризировать. То есть я сюда, по сути, и переехал, потому что супругой у нас проекты, и это тоже, потому что я понял, уже надо двигаться дальше, открывать филиал. А где? Да? Узбекистан для меня это очень благодатная почва для этого. Замечательно, Да. это очень нужное дело, да. Но все-таки, значит, перспективы есть у немецкого языка в Узбекистане, с вашей точки зрения. Они уже в доме. В перспективе уже в доме. Понятно, Да. понятно, замечательно. Скажите, пожалуйста, вот супруга, как вы с ней познакомились? Это все произошло в Москве? Да. Моя супруга, да, это Фахридинова Насиба Хасановна, я ее очень люблю. Все, что я делаю, я посвящаю ей. Вот учебник я написал в Узбекистане, здесь, в Ташкенте. И меня сразу там, моей дорогой любимой супруге Фахридиновой Насибе Хасановой. Он у меня просто сейчас в процессе печати, я бы его тоже, конечно, принес. Но просто вот только-только он такой свеженький. Да, познакомились мы в Москве, в интернете. У нас общий интерес был, что Насиба связана с продюсированием журналистикой, у меня фото-видеостудия. Она же профессиональный журналист, ваша супруга, да? Она профессиональный журналист, продюсер. У Насибы 3 высших образования, да, и потом она пришла к 3-му, к своему самому любимому профилю, да, это журналистика, продюсирование. Она суперпрофессионал, она проработала здесь, во-первых, в Узбекистане на радио. У нее были разные проекты, да, здесь она на телевидении 10 лет проработала, с Шахнозой Хатамовной Ганиевой она работала, потом с Фердаус Океана работала, это очень уважаемый здесь человек.
потом она со своей сестрой-близняшкой, с Нафисой, в общем, с Нафисой Хасановной, да, то есть тоже у них были очень многие проекты, да, совместные. Потом она переехала, работала на НТВ, да, и сейчас вот, да, на НТВ линейным продюсером, то есть это, невероятный успех. И буквально несколько месяцев прошло, сейчас я вам скажу, 11 месяцев прошло, ее взяли линейным продюсером. То есть это невероятно вообще. И очень уважали, потому что она была очень дисциплинирована. Но у нее же недаром все-таки немецкая кровь течет. Она на 25% немка. И поэтому, когда я слушаю, она тоже с удовольствием Она владеет слушает. немецким? Я думаю, она потихонечку овладела какими-то вещами. Посмотрим, может быть, немножечко даже. 3 месяца. Всего лишь 3 месяца по вашей методике. И вы будете общаться. Да. Я думаю, так, вот сейчас она по Петрову, сейчас она немножко итальянский свой, так сказать, да, любимая. Вот. Соответственно, да, мы познакомились в Москве. Да, что я хотел сказать. Здесь Насиба, да, она очень крутая, уважаемая. То есть у нее на передаче Янги Хайот, посвященная президентским выборам. В общем, она всем этим занималась. И как кастинг-директор, и все по площадке, как директор площадки. Очень такая серьезная работа. В таком плане. Насиба очень активный человек, очень энергичный. И она меня как раз вдохновила, говорит, слушай, говорит, коммерческое это коммерческое, говорит, надо также социальное двигать, потому что в Узбекистане это очень хорошее дело. Вот так. Понятно. Да. То есть у вас в этом смысле хорошее такое сотрудничество, гармония, да? Вы вместе работаете. Да, мы очень, потому что мы такие очень импульсивные, очень активные лидеры. Да. Итальянская семья, короче. Да? Я вижу, вы тут уже очень хорошо адаптировались. Первые 4 месяца были тяжелыми, потому что, я все это открывал, да, то есть я делал виртуальные там магазины для своей школы, все там переформатировал, да, надо было, к климату привыкать, к каким-то вещам. Но вообще я могу сказать, мне здесь очень нравится. Да. Замечательно. То есть я в Узбекистане надолго. Да, замечательно. Да. И тем более, если вы будете развивать вот эти все проекты, связанные с вот этой социальной направленностью и с популяризацией немецкого языка, если вы такие методики будете внедрять, современные преподавания немецкого Благодарю языка. вас, да. У вас сейчас же есть проекты, да, у вас есть телевизионные проекты, которые посвящены немецкому языку. Да. То есть у вас... немножко, я их видел. Я так скажу, это... Архаичные немножко, мне так показалось. Может, я ошибаюсь? Вы знаете, честно, не вдавался, что там внутри, да. Я могу так сказать, что у меня есть мой авторский видеокурс для А1. Там я уж совсем, наверное, расстрою языковые школы. Там человек, которому приперло, там вообще месяц. И он сдает экзамен уже. Да, вы понимаете, то есть, поэтому, понимаете... Поразительно. Понимаете, видеокурс, ты его можешь промотать. Я сделал, конечно, уникальный продукт, я его год делал, то есть хромакей, съемка, интерактивная доска, я все пишу, произношу. Человек учит базовые темы, грамматику, через месяц он уже готов сдавать А1. И у меня причем на 5 сдают. Вот по этому курсу отучившись. Замечательно, просто это поразительно. Говорю, все-таки гены. Опять-таки я скажу, что даже если бы у меня просто с бизнеса, да, был даже очень просто большой доход, какой-то такой доход, совсем большой, все равно я преподавание не оставлю. То есть мне в любом случае всегда нужны будут несколько учеников, чтобы какое-то удовольствие получать. Свое хобби превратить в свою работу и получать от этого удовольствие, я считаю, это и есть предназначение. Поэтому я говорю, когда на 3-м курсе я стал зарабатывать деньги, уже достаточно неплохие, я понял, вот оно мое, вот тебе платят. Тебе платят все за то,
ты еще не доучился, а вот так уже происходит. И должна быть все-таки вот, ну и деньги, да, то есть пошли деньги. Не просто, что, знаете, вот, сыночек, учись в школе, вот учись в университете. Да, когда ты сам, ну, получаешь за это деньги, это уже Да, такая... да. Пусть эти слова станут вот завершением нашей беседы и хорошим стимулом для многих людей, кто их услышит, потому что действительно, если вы сможете объединить ваш интерес с делом всем жизни, это и есть, наверное, счастье. Да? Да, Многие да. его ищут. Но это очень трудно, и я рад, что есть такие люди, как вы, кто сумели найти этот баланс. И для вас это видно, что очень важно. Благодарю вас. Спасибо Да. вам за очень интересную беседу. И я надеюсь, что вы добьетесь успехов здесь у нас, в Узбекистане, на этом очень важном поприще. Благодарю Всего вас. Я доброго. благодарю вас и благодарю фонд Конрада Аденауэра за то, что вы пригласили. Это большая честь для меня. Мы Спасибо всегда вам большое. рады. Спасибо. Спасибо за вас. беседу. Спасибо вам. Да.